Всем привет, мои дорогие! Я сегодня к вам с рецептом, который я уже очень-очень давно вам хотела показать. Он называется в Германии дампфнудель. Дампфнудель — это, если я дословно переведу, булочки на пару. Ну, или как дословно, это будет лапша на пару. Нудель — это лапша, а дампф — это на пару, да. Но это как такие булочки получаются, которые варятся, ну, не точно на пару, как в мантышнице, а добавляется туда вода, закрывается крышка, и на сковородке они томятся 15 минут. И вообще в Германии это блюдо кушают сладким, добавляется намного больше сахара, и делается ванильный соус к ним. И кушается как десерт, ну, как будто к чаю, да. А в семье моего мужа кушают совсем по-другому. Я вот, когда приехала сюда, научилась этому рецепту именно от семьи моего мужа. Мама мне научила этого рецепта, потому что они очень-очень это любят. И я сейчас хочу с вами поделиться этим рецептом. Как именно в нашей семье кушается, или в семье моего мужа, я именно там этому рецепту научилась. Я делаю эти булочки, потом я делаю соус с грибами и цветную капусту отвариваю к нему. И это кушается вместе. Я уже сегодня купила грибы, которые были уже порезаны, так как они были немножко удешевленные, я решила их взять. Будем приступать сперва к нашим булочкам, так как им надо подойти всего полчаса. И вообще, если у кого-то есть термомикс, вы можете, конечно, это все в термомиксе сделать. Как замешивается тесто в термомиксе, если у вас есть термомикс, вы знаете, получается это очень быстро и хорошо. Но так как я не хочу потом термомикс мыть, я замешу в своей кухонной машине, мне намного удобнее. Там быстрее моется, также вкусно получается. Ну, в термомиксе будет быстрее у вас идти дело. Сюда надо обязательно 2 пачки сухих дрожжей. У нас в Германии есть дрожжи, у нас такой небольшой кусочек, 46 грамм. И если у вас нет сухих дрожжей, вы, конечно, можете сделать дрожжи именно сырые, свежие. Это без разницы, как вы хотите. В описании под видео вы все найдете, то, что я сегодня в видео использовала, именно количество. У меня получится 10 этих булочек, получится соусы, но это все уже на ваш вкус. Вы можете наполовину все это сделать, но именно в моем рецепте вы найдете до 10 булочек. Для нашего теста понадобится молоко, мука, дрожжи, масло, соль, сахар и яйцо. Надо молоко нагреть примерно до 50 градусов тепла. Туда добавляется потом все, что вы здесь видите, и просто замешивается тесто. А также очень-очень важно, чтобы у вас были 2 сковородки, большие сковородки или 2 больших казана, именно с такой покрытием таким хорошим. Потому что, например, когда вы сделаете ваши шарики, вам надо подержать их полчаса, чтобы они поднялись. Если вы будете потом перекладывать, они могут упасть. Я сразу, когда свои шарики сделаю, я сразу их здесь ставлю, оставляю, чтобы они постояли у меня полчаса. У меня здесь помещается 6 штук, а здесь 4 штуки. И все, и потом вы уже увидите, что дальше надо делать. Мое тесто замешивалось 8 минут, я поставила. Получается очень мягкое, красивое. Очень мягкое, красивое. Очень мягкое тесто, посмотрите, оно не клеится к рукам, но оно очень нежное, очень мягенькое получается. И она еще тепленькая даже. Извиняюсь, я нечаянно нажала не на ту кнопку, и у меня не сняло. Я беру наше тесто, раскладываю, ну, примерно, вот если вы вместе сейчас сделаете, но на такую колбаску. И колбаску на 2 части делю, и половину колбаски делю на 5 частей, и другую тоже на 5 частей. Вы можете поделить, как вы хотите, вы можете взвешить, поделить, чтобы одинаковые были, но я такое не делаю. И я делила моим ножиком. Теперь мы берем наше одно тесто и делаем колобок. Как вы его будете крутить на столе или в руке, вам надо, чтобы здесь прям хорошо закрутилось. Я сейчас вам поднесу. Вот. Здесь совсем немножко, это не страшно. И я сразу составляю их уже в мои
сковородку в мою. Мне просто потом не надо перетаскивать. Если вы на что-то положите, то когда они подойдут, такие пушистые будут, вы их возьмете, и они прям упадут с этой стороны. Вот я поставила прям очень близко. Вам надо чуть-чуть оставить место, так как когда они начнут вариться, они еще больше разойдутся. И так проделаем мы со всеми нашими кружочками. Все, мои шарики готовы. Вот посмотрите, вот так расстояние примерно должно быть. Я закрываю обязательно крышкой. Если кто-то хочет спросить, где я это все купила, эти сковородки в Альди продаются. Они очень классные. Все, теперь полчаса им надо подходить. Пока мои шарики подходят, я хотела показать, что нам понадобится для соуса. Я делаю сегодня на топленом масле. Вы можете сделать на нормальном масле, добавить кусочек масла простого, чтобы вкус был. Можете вообще просто на масле сделать, это без разницы. Но я сегодня решила на топленом масле сделать, так как вкуснее. Именно вкус дает классный. Чесночок, маленькая головка, маленький зубчик, извиняюсь, мелко порезанный лучок маленький. У меня шарлот был не такой большой, тоже мелко порезанный. Шампиньоны, сливки нам понадобятся. Вегета — это овощной бульон. Именно кто в Германии живет, вы можете вегету взять, она очень вкусная. Белый перец, мускатный орех, соль. И, конечно, нам понадобится наша цветная капуста. Она просто отварится в подсоленной воде. И вы можете масло немножко добавить, чтобы именно вкус был потом. Можете немножко добавить тоже вегету. Или как, ну, овощной бульон, как вы хотите. Но я добавлю соль и немножко простого масла. И просто отварю ее, чтобы она была аль денте, чтобы она не разваренная была. Просто я на головке ее поделила и все. Ей примерно 10 минут понадобится в горячей воде. Я ложу сразу цветную капусту, добавляю нормального кусочек масла. Нормального масла кусочек. Я думаю, что там 10 грамм будет, ну, может, 15, но не больше. И добавляю соли по вкусу, я добавлю 1 чайную ложечку. Я думаю, этого хватит. Так как на ней будет тоже соус поливаться, из-за этого должно хватить. И заливаю теперь водой. Я стараюсь сейчас уже все сделать, именно соус сделать и сделать нашу капусту, так как потом нам нужна плитка, чтобы мы наши шарики приготовили. Вы также можете сперва нагреть воду и потом все закинуть. Я делаю уже так. Просто включаю, даю закипеть и на маленьком огне варю примерно 8 минут, пробую, а потом уже все остальное. Если она сварилась, снимаю, если нет, то довариваю еще 2 минуты и все. Вот такую полную маленькую ложечку я добавляю, ну здесь не прям, что там все полно, ну полную с горой ложечку добавляю я в нашего масла топленого. Как масло растопилось, я добавляю наш лучок. И пережариваю, чтобы он не сгорел. Просто, чтобы он не поджарился, а стал прозрачным. Так как у меня шарлот, ему надо, ну, полминутки, он уже поджарился даже. Добавляю чесночок и добавляю наши грибочки. Выглядит полный казанок, но у меня казанок очень маленький, но они сейчас немножко станут меньше. У меня 600 грамм здесь. Вы можете взять меньше, как вы любите. Можете на 4 части порезать, можете полностью целиком положить, это уже на ваше усмотрение. Я даю совсем немножко, чтобы они перемешались с луком, с чесноком. Так как это соус, им зажариваться не надо. Хотела показать, что у меня сливки 15%. Специально варить. Не надо брать жирные сливки. Если у вас нет, то возьмите. Если нет, то возьмите, пожалуйста, нежирные сливки. Вот он у меня, я говорю, я просто перемешала. Я ничего больше не делала. Теперь я добавляю наши сливки. У нас пачка 200 грамм. И я миллилитров, извиняюсь, я добавляю 400 миллилитров. Перемешиваю. Мне сливок не хватает, я добавлю еще 1 пачечку. Если у вас сливки будут жирные, то, пожалуйста, просто разведите их немножко с теплой водичкой. Если, например, у вас 30% жирности, то я бы добавила 2 пачки, добавила просто воды. Я хотела вам показать. Моя капуста закипела, я ее убавила. И оставляю кипеть. У меня белый перчик. Добавляю, ну вот, 1/4 часть от ложечки. Мускатный орех я добавляю просто вот так. 1, 2, 3. Потом надо на вкус
попробовать, я беру бульон и добавляю неполную, ну, не с горкой, маленькую ложечку, вот если вы посмотрите. И, конечно, соль. Я сейчас даже посмотрю, сколько у меня получится, потому что я не знаю, я всегда на глаз делаю. Неполная чайная ложечка, я не знаю, вам видать или нет. Потом, конечно, надо попробовать на вкус, чтобы все хватало. Соль, перец, мускатный орех, чтобы вкусный очень вкус был. Ну, такой, который вам нравится. Все перемешиваю и даю закипеть. В общем, девчат, сегодня не мой день. Я, как всегда, включила неправильную кнопку, хотела уже вам показать. Мне хватило, я думала, я это все записала, но нет, увы. Мне хватило 4 минуты для моей капусты. Я проколола ее. У меня есть вот такая острая штука. Я проколола ее уже в воде тогда. Я думала, я вам все это показала. И вот, если вы видите, она прям хорошо прокалывается, да? Мне этого хватит, я не хочу ее переварить. Просто ее выцеживаете, вытаскиваете и оставляете. В это время у меня закипел соус. Я, конечно, уже все про соус вам рассказала. Но, увы, у нас это ничего не записалось. У меня соус закипел. Я попробовала на соль. По вкусу мне нравится очень вкус. Я добавила только немножко соли. Это, конечно, все вам показала. Теперь не могу показать, потому что будет пересолено. Убавляю огонь и даю покипеть 10 минут. Как 10 минут прошло, может быть, вы видите вот что-то такое коричневое. Это от грибочков. Как 10 минут пройдет, я посмотрю, насколько будет жидкость, как жидко будет. Сейчас он в данный момент очень жидкий. Я дам покипеть, а потом уже посмотрю, загущать или нет. И тогда уже вернусь к вам. У меня уже заканчивается мое время для моего соуса. 10 минут прошло. Мне соус сильно жидкий. Я беру чайную ложку, полную с горкой крахмала, и развожу в холодной водичке. Прям небольшое количество добавляю, хорошо размешиваю, чтобы не было комочков. Включаю, чтобы мой соус хорошо кипел. И постепенно добавляю, смотрю, чтобы густота была не сильно густо. Я чуть-чуть сперва добавлю, половинку размешаю и подожду, чтобы она дала уже густоту, чтобы потом не сильно густо было. Мне этой густоты не хватит, я добавляю все до конца. Также даю дальше кипеть и проверяю. Густоты не хватает. Я беру еще пол чайной ложечки моего крахмала и добавляю эту пол чайной ложечки сюда. Даю хорошо закипеть. И я оставлю вот такой соус. Я надеюсь, вам хорошо видать. Он не совсем густой, но он не такой жидкий. Он уже на соус похож очень сильно. Я не знаю, камера, мне кажется, это не передает. Почему я его оставляю жидковатым? Так как наши булочки, они потом как булочки. Нам надо, чтобы потом этот соус, ты эту булочку так в соус, этот соус в себя напитал. Если я сильно его сделаю загущенным, то это не очень хорошо будет. Потом булочка не сможет впитывать этот соус. Из-за этого вот его надо сделать между жидким и густым. И он и не средний, он даже жиже, чем средний. Ну вот такой он должен быть. Я не знаю, надеюсь, вам видать. Пробуем, конечно, на соль, на все, чтобы вам было вкусно. Мне очень нравится, я оставляю именно вот такой густоты. Сейчас это очень важно знать. Наши булочки подошли, полчаса прошло, вот они немножко подросли. Но когда вы будете их варить, они еще подрастут в очень большое количество. Вам теперь надо обязательно горячую воду. Я переношу мои булочки там, где я буду их готовить. Нам теперь надо в каждую сковородку налить 200 грамм воды горячей. В этой воде надо развести 1 чайную ложку соли и добавить кусочек простого масла. Я уже включаю. Отрезаю побольше кусочек, потому что я сразу 400 миллилитров сделаю. Вам надо небольшой кусочек. Как вы видите, у меня здесь 400 миллилитров воды. Если вы не любите очень соленые, так как мои детки, я добавляю только 1 чайную ложку на вот эти 2 кастрюли. Вообще дается на одну чайную ложку.
Потому что вот именно это дно по оригинальному рецепту должно очень соленое быть. Но так как мой ребенок не очень любит это такое соленое дно, я, конечно, делаю 1 ложку, пробую, если мне не совсем солено. Соли, например, не хватает, я добавляю еще пол чайной ложечки. Но я считаю, что хватит, не то потом со мной будут ругаться, что я сильно много соли положила. Но попробуйте именно с соленой корочкой внизу, получается очень вкусно. Уже все хорошо нагрелось. Я вливаю, смотрю, чтобы у меня 200 мл влилось. И теперь я закрываю крышкой. Это очень важно, чтобы она кипела. Закрываем крышку. И включаем 15 минут. Вот она хорошо кипит, вам надо добавить, чтобы она дальше хорошо кипела. Чтобы она не перестала кипеть. И все, я теперь делаю просто 15 минут. Я очень надеюсь, что это все снимается у меня. Не то потом ничего не получится вам показать. И оставляю их вариться. Я смотрю через крышку, чтобы обязательно вода кипела. Это важно, чтобы булькатила. Не прям сильно, а вот немножко вы там видите, да, мелкими. Если она сильно будет булькатить, то я ее дальше буду убавлять, чтобы только мелко булькатила. И сейчас, как это дело все пройдет, мы с вами встретимся, я покажу, что получилось. Посмотрите, у нас осталось 4 минутки, вот вы 3 минутки уже. Вот посмотрите, я там не могу вам показать, потому что здесь нету дырочки, не выходит пар. А вот здесь вот такие большие булочки у вас получаются. Но я даже не знаю, как правильно назвать. На немецком это лапша, паровая лапша. Я буду их называть булочками, тогда легче. Все, у нас прошло 15 минут. И вот вы видите, нам надо теперь открыть наши крышки. Вот такие булочки у нас получаются. Но вы видите, воды еще очень много. Мы включаем на самую высокую скорость. И оставляем эту жидкость выпариться, пока ничего не останется. Хотела вам рассказать, зачем нам надо, чтобы вода выпарилась. Наши булочки должны внизу зажаренные быть. И как вот эта вода выпарится, тогда они хорошо зажарятся. И вот эта круста называется она у нас, вот эта шкурка зажаренная, соленая, это вот самый такой вау-эффект в этих булочках. Вот, хочу вам показать. Они начинают зажариваться. Ой, горячо, подождите-ка. Вот. Вот такие зажаренные, вы можете сильнее зажарить, должны они получиться. Мне хватит, так как у меня детки кто-то любит, кто-то не любит, из-за этого я выключаю. Все, наши булочки готовы. Они очень пушистые, очень мягенькие. Хотела бы вам показать, как они внутри выглядят. Но мне надо сперва фотку сделать, не знаю прям, как вам показать. Я уж поломаю, ладно. Вот такая красота. Вот. Они мягенькие, вкусненькие. Вот такая красота получается. Вот так оно подается. Вы можете соус также налить на вашу капусту. И вот такая вкуснятина у нас получается. Я бы, конечно, попробовала нашу красоту, нашу вкуснятину. Если бы вы знали. Я знаю, как это вкусно. Я раньше кушала, когда мне еще можно было. Это очень-очень вкусно. И вот соус, вы видите, он растекается, но он не совсем жидкий. Он уже, пока постоял, еще немножко загустел. Попробуйте. Вам точно понравится. И даже вот можно сказать, если у вас нету хлеба, и вам надо что-то быстро приготовить, то, пожалуйста, хлеб без духовки, если духовки нету. Получается, он как булочка, очень легкая, с такой соленой, я имею в виду, вот этой корочкой. Это просто пальчики оближешь. Я буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.